Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, спонсор сегодняшнего контента, подписчик под псевдонимом Беннисон. В общем, что у нас сегодня будет? Во-первых, возможно, я смогу убить двух зайцев одним контентом, одной игрой. Надеюсь, что у меня это, конечно, получится, чтобы, знаете, чисто дабл контент смог выполнить от Беннисона. В общем, первый челлендж — это реализовать керри-обезьяну на свой вкус и цвет, как я хочу. Изначально он хотел, чтобы я сделал их через богов, но нет смысла, как бы обезьяна под богами, там вообще никакого прока нет. Поэтому договорились, что я постараюсь сделать максимально красиво обезьяну, так как я это вижу. Вот. И второй момент, здесь есть две реликвии, это хаотичный договор и отмотка времени. Вот, и мне нужно реализовать вот такую вот комбинацию: хаотичный договор плюс отмотка времени, соответственно. Вот. Сейчас, секундочку, тут думаю, какие предметы мне-то нужны по итогу. Вот. И занять топ-1. Вот, все. Вот. Что с обезьяной топ-1, что, соответственно, с двумя этими реликвиями нужно занять топ-1. Поэтому я надеюсь, что будет очень интересно. Поэтому все присаживаемся поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк. Обязательно ставим лайк. Ну, а если не подписался до сих пор, ну, это ж уже, это уже косяк. Нужно, соответственно, подписаться обязательно. На Телеграм тоже подписываемся, но кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки есть в описании под видео и в комментариях под видео. Поэтому давайте, ребятки, не стесняйтесь, становитесь спонсором. Так, смотрите, палка нужна по-любому будет под обезьяну. Сейчас я расскажу все плюсы и минусы, соответственно, этой обезьяны. Я просто думаю, какие фигуры мне лучше сейчас взять и тому подобное. Вот у меня был Вич-доктор в 2 звезды, но на самом деле это шляпный герой, который, ну, ничего особо мне не сделает, и никакой выгоды от него нету вообще. Ну, то есть, да, он там будет немножко хп больше иметь и тому подобное, но это хрень, если честно, поэтому я взял Тиников. Ну, вдруг Тиник мне придет, Марс вдруг придет. Блин, Бейн идет. Вот Бейн на самом деле еще может импакта внести, причем много может импакта внести. Но это уже чуть про другое. Так, я беру цепочку на вампиризм, она пригодится. Кстати, неплохо то, что они засунули бусы во второй тир. Я считаю, даже это хорошо, то, что они закинули бусы во второй тир. Я, кстати, возьму сейчас 4-й, чтобы у меня еще был баф гоблинов. И вот так сделаю, чтобы чисто монетку с БХ получить. Так, по поводу обезьяны. Герой на самом деле очень сильный. Очень сильный, если, конечно, получится его собрать максимально быстро в 3 звезды и поиметь хорошие предметы с него. Но сразу хочу вам подметить то, что если вы соберете его в 3 звезды и у вас не будет никаких предметов на скорость атаки, этот герой может держать в вечном стане. Его палка имеет 3 заряда, то есть, что я подразумеваю, 3 стака. Вы делаете тычку, получаете стак. И, соответственно, когда срабатывает 3-й заряд, вы даете палку, которая наносит критический урон, там в размере 250, по-моему, или 200% от твоей основной атаки. И, соответственно, дает стан на 2 секунды. Но при этом все задетые фигуры, которые были в радиусе вот этой вот палки, вы, соответственно, получаете стак за каждого задетого героя. Даже если там герой будет один, вы, соответственно, будете получать 1 стак. То есть в любом случае. И к чему я веду? К тому, что даже если у вас предметов на скорость атаки вообще не будет, вы можете спокойно держать в вечном стане любую сборку и тому подобное. Против кого вообще обезьяна хороша? На самом деле, она хороша почти чуть ли не против любой сборки, потому что вы любую сборку можете держать в вечном контроле. Абсолютно любую сборку. Вообще не важно, ну, кроме гритеров. Гритеры — это, соответственно, отдельная история. И вот как хорошо собирать, соответственно, эту обезьяну. Обезьяну можно собирать по-разному, соответственно. И в данном случае я хочу попробовать, наверное, ну, не точно, соответственно, это под зверей и под синергию кунг-фу. Это будет прям сочно. Кстати, может, и генерала на сдачу соберу, но это я, наверное, уже слишком сильно обнаглел. Почему именно так? Смотрите. Сами звери дадут дохренища урона. Дохренища. Опа, пандочка, сюда. А клевера нет. А сейчас мы попробуем клевер найти. Пожалуйста, дай клевер. Клевер. Понял, спасибо. Сами звери дают дохренища урона. Плюс звери дают тебе стаки на уязвимость. Это имеется в виду защита противника. И стаки эти суммируются до 80%. То есть даешь 8 тычек, и, соответственно, под каждого героя, если что, отдельно считаются эти 8 стаков. Под каждого юнита, суммона и тому подобное, все это считается отдельно. И, соответственно, когда ты даешь 8 тычек, ты 80% уязвимости даешь по героям. Поэтому, ну, броню понижаете, если так сказать. Да, это в статистике нигде не пишется,
Привет, Барт, твой фанат. Так, мне это уже не нравится. Против меня мой подписчик. А это всегда пахнет плохо. Очень плохо пахнет. Привет, привет. Запись. Вот так. Не люблю я играть против своих подписчиков. Потому что мои подписчики прекрасно знают все то, что я делаю. Они любят меня контрить, они любят меня вот, унижать по полной программе. Подписчики мне вообще пропуска, ну, спуска не дают. Ладно, дальше по поводу обезьяны и зверей. Вот, а синергия кунг-фу работает как? Синергия кунг-фу работает от следующего. Чем больше у тебя количество урона, тем, соответственно, выше шанс, соответственно, что у тебя сработает синергия кунг-фу. Чем, соответственно, ниже хп у противника, тем тоже выше шанс, что сработает синергия кунг-фу. И вот на самом деле звери плюс кунг-фу идеально сочетаются, потому что урона у тебя с руки до хрена, ты снижаешь уязвимость физическую своему противнику, и там, короче, урона закачаешься, поэтому... Может, кстати, взять уровень и поставить 2 хускаров, чтобы на винстрик пойти. Я возьму. Я редко когда так делаю, я обычно сижу до конца в экономике, но тут я хочу именно прям усилиться. И надеюсь, это мне не обернется печальной новостью. Я надеюсь, что будет все хорошо. У меня есть, конечно, еще и баф людей сверху, но посмотрим. Ну, посмотрим. Так, типочек на охотниках. Ну, у него тут жесткий стол, конечно. Ля, он мне пол лица оторвал просто тинкеру стычки. Да. Но на самом деле не было бы у него Марса в 2 звезды, я бы его снес. А так, к сожалению, он меня снес. Плюс у него еще и снайпер, кстати, в 2 звезды. Это очень роляет. Почему на резачке не было вот этого бафа гоблинов? Ой, на резачке, на клокверке. Я бы его сейчас снес. Ладно, что не делается, то делается к лучшему. Покупаем друидов заранее, потому что будем, соответственно, делать себе зверей. Там Мишка, там Инча есть. То есть, хотя Инча я, наверное, собирать не буду. Ну, посмотрим. Посмотрим. Дальше. Про синергию кунг-фу рассказал, про зверей рассказал. Как еще можно собирать эту обезьяну? Вообще шикарно обезьяна смотрится под гритерами, потому что ни один контроль на тебя не работает, и ты просто стоишь и наваливаешь всеми вся. Вообще по кайфу сидишь. Дальше просто все, что под синергию кунг-фу стакается. То есть это звери, духи, тролли не очень стакаются, но в принципе можно. Но думаю, звери плюс духи и гритеры, вот это вот кап, то, что ты можешь сделать под синергию кунг-фу именно через обезьяну. И через Марси, соответственно, там больше вариаций у тебя. Но вот именно если мы рассматриваем обезьяну, то тут, к сожалению, ну, чуточку поменьше. Блин, еще одна Лина пришла. Вообще по кайфу приходит. Но я хочу Хусика, чтобы 2 звезды. Ну, был бы у меня Хусик 2 звезды, было бы поярче, конечно. Так. Какие предметы на обезьяну вообще топовые? Давайте так. Сначала я сейчас выберу реликвию, чтобы не сбивать себя с мысли. А потом мы уже поговорим по поводу предметов. Я Лину еще одну продал. Она мне не нужна. И, кстати, Лину вот так вот в 2 звезды поставлю. Я думаю, топово будет. Я сейчас хочу, чтобы мне, конечно, выпал клевер. Это будет вообще шикардос, если выпадет клевер. Кстати, ребяточки, кто пропустил мой стрим, то вы должны знать, что во вкладке трансляции есть все записи моих стримов. Кто не был, заходите, смотрите. Там обалденно топовый контент в прошлый раз был. Я, кстати... О, хаотичный договор и аптечка. Блин, ну вот это, ну просто сейчас у меня теперь будет это... Я сейчас в жестком замешательстве буду. Давай мне клевер. Я сейчас в жестком замешательстве буду. Клевер давай. Сюда. Сейчас, секундочку, ребят, надо подумать. Если меня сейчас жестко снесут, я, соответственно, поставлю себе... Ну, возьму аптечку и буду играть через аптечку. Хотя хаотичный договор вообще шикарно смотрится. Ну, просто понимаете, у меня 97 хп. Лучше разменивать все-таки свою хп на опыт. По крайней мере, я так думаю. Ну, тут я чела сейчас вынесу. Но я пока спешить не буду. Подождем чуть-чуть. Подождем. Но, скорее всего, я возьму аптечку. Я просто не верю в свой стол. Он такой сомнительный. Знаете, пахнет немножко бедностью.
Плюс денег у меня нету. Так что в идеале, конечно, взять аптечку, лустрик. И погнали наших городских. Опять мне приходит легионочка. Легионочка. Опа. Жрец. Ладно, я возьму аптечку. Я возьму аптечку. Все-таки... Ну, стол у меня в действительности не очень хорош. Он слабенький у меня. Так, вот так. Хускаров я не продаю. Хускары мне нужны. Баф людей ставлю. Но у меня тут пандочка стоит. А вдруг генерал начнет сыпаться. Ну и пандочка в любом случае пригодится мне в будущем. Ладно, выходим из экономики. Делаем так. Берем 7-й. Я обычно вообще так не делаю. Я обычно сижу в хорошей экономике. Просто чилю себе. Но тут надо делать именно так. Ну потому что, а как иначе-то? А как иначе? Приходится приспосабливаться. Блин, наверное, не получится мне все-таки забузить хаотичный договор через отмотку времени, но... Ну ладно. А тут такая ситуация просто, понимаете? Либо так, либо никак. Ну ладно, Дум приходит. Мне хорошие вообще фигуры приходят. Они мне сейчас не подходят под сборку. Мне надо, чтобы обезьяна нормально начал приходить. Обезьяна нужен. Где моя обезьяна? Надо еще бы ослабить каким-то образом стол, но у меня просто куча двоек. Ладно, по поводу обезьяны. Какие предметы на нее хороши? Смотрите. Я рассказываю сейчас именно под синергию кунг-фу. Дальше нужно будет вам смотреть именно по ситуации, отталкиваться от ситуации. Под синергию кунг-фу, соответственно, предметы первого тира. Это палка, минус броня, плюс урон, плюс броня, плюс хпшка и клевер. А, медальон, естественно. Медальон тоже must have, потому что магическое сопротивление дает. Из второго тира. Бусы, молнии. Бусы я имею в виду, если что, те, которые дают ауру на отхил. Жетон, который, соответственно, отступника, чтобы по зверям и, соответственно, против героев, которые тоже на синергии кунг-фу играют, наносили вы на 50% больше урона. Медальон, который возвращает 50% урона от нанесенного по вам. Я не буду собирать фуриончиков и тому подобное. Да и ничем мне, в принципе, не нужна. Вот, почему именно этот медальончик, ну, я думаю, тут и так прекрасно будет понятно, потому что, когда вас будут бить, есть тоже вероятность, что сработает синергия кунг-фу. Синергия кунг-фу работает на любой урон, наносимый вами, то есть от этого героя, поэтому я говорю, что синергия духа вообще прекрасно сочетается, потому что, если, допустим, условно будут бить героя, у которого есть синергия кунг-фу, сработает окаменение, вы дадите пару тычек, нанесете урон от синергии духов, но если эти духи сработали именно на том герое, который был кунг-фу, то, соответственно, тоже есть вероятность, что нанесется сработает синергия кунг-фу. Так и работает со всеми предметами. Поэтому жетон, который возврат урона дает 50%, это отличный предмет под синергию кунг-фу. Потом. О, Эмбер. Эмбер, сюда. Сюда, малышечка моя. Так. Берем, соответственно, такой талант. Не знаю, нужен ли мне хусик вообще. Да пусть будет. Чтобы мобов полегче было забрать. Вот. Поэтому всякие мьёльниры и тому подобное тоже отлично будет смотреться под синергию кунг-фу. Из второго тира. Ну, молнии, жетон, медальон, ну, кулон. Естественно, куда без нашей новой имбы, это кулон магии. Под посох третьего тира тоже шикарно будет смотреться. Плащ-пальто тоже хороший предмет. В принципе, все предметы назвал из второго тира. Из третьего тира гиперстон отлично смотрится. Аура на скорость атаки тоже будет неплохо смотреться. Очищающая сфера тоже шикарно будет смотреться. Если кулон магии, то посох третьего тира, естественно. Наследие духа огня вообще прекрасный предмет, мы его берем. Особенно если обезьяна уже собрана в 3 звезды. О, обезьянка, наконец-то. Наконец-то мне миленькая обезьяночка пришла. На самом деле мне надо сейчас выйти будет из экономики и взять уровень. Снова. Снова здорово. Я вообще без денег сижу. Эта игра уникальная, ребят. Тупо без денег сижу. Так, молнии берем, естественно. Потому что, ну, у обезьяны скорость атаки 1,2. Это очень мало. Очень. Поэтому ему скорость атаки нужна. Особенно если через зверей играете. Дальше. Третий тир еще раз.
Очищающая сфера, гиперстон, предмет, который дает ауру на скорость атаки, шар бездны, если против вас, соответственно, магический прокаст, либо просто магический урон с руки, как сейчас мета такая строится. Посох третьего тира, если есть кулон. Мифриловый доспех только если у вашего противника есть там хекс, обезруш и тому подобное. Но это все закрывается БКБшкой. Ну и, кстати, если Дум летит в обезьяну, то, соответственно, обезьяна не будет кастовать свою палку, потому что палка — это активная способность считается. Поэтому имейте это в виду. Что дальше? Из третьего тира, в принципе, больше и нечего сказать. Да, из третьего тира больше нечего. Из четвертого тира... Опа. Пивная панда, ладно. И Мишка пришел. Что, ничего продавать? Ну, продаем. Все. Пусть так и будет. Пусть так и будет. Из четвертого тира. МКБ, чтобы просто плюс скорость атаки, и вы ни разу не промазали. Потому что если вы будете промазывать это тычками обезьяны, это очень чревато последствиями. Обезьяна вообще боится всяких мясов, боится контроля дичайше. Поэтому имейте это в виду, то что вам по-любому понадобится МКБ. В 90% случаев. БФ. БФ это вообще ультра имба под обезьяну. Поэтому, ребята, если вам упал БФ, вы его уберете. Потому что когда он будет докастовать свою палку, и все герои, которых он заденет этой палкой, по ним сработает эффект БФ. А соответственно, это вероятно, что сработает синергия кунг-фу, если играете через кунг-фу. Тоже имбовая такая тема. Ну, МКБ, БКБ, БФ. Но из четвертого тира, в принципе, больше ничего такого полезного под него и нету. Ну, можно там арчит в каких-то случаях взять. Но арчит дает 20% скорости атаки. Ну, такое. Башер иногда можно взять четвертого тира, который дает станчик. Но это уже другой разговор. Ну, то есть, надо от ситуации отталкиваться, какие предметы вам гарантированно надо брать. Из пятого тира предметы это Мьёльнир, Кираса. Кираса потому что дает плюс броню, минус броню, плюс скорость атаки дает. Это полезный очень предмет, особенно если через зверей играете. Там прям спам лютейший летит. Так, Кираса, Мьёльнир, Маска, Бессмертие. Перчатка на чистый урон тоже может хорошо заходить, но это все надо от ситуации отталкиваться. Кстати, если что, тут я решил продать двух другидов, потому что, потом найду в будущем их. А вот фигуры надо сейчас именно прям поусиливать себя уже, потому что КПшки не так много, денег нет, но вы держитесь. Рапира. Естественно, рапира только в тех случаях, если много... Кстати, ладно, сейчас. Рапира только в тех случаях, если вы прям выживаете. Можно, конечно, собрать себе синергию кунг-фу просто на нанесение урона предметами. То есть можно взять радик и можно взять щит пятого тира. Ну и все, что носит, соответственно, тоже урон, тоже это можно все брать. Но радик срабатывает раз в 3 секунды, плюс дает он уклонение 50%, 25% просто герою, и в радиусе еще 25 понижает процентов. Поэтому такая сомнительная история, конечно. Но можно тоже собрать на возврат. Но на возврат это будет намного слабее, по той лишь причине, что маска-то хилит сейчас только на тычке. Поэтому тебе нужно, чтобы так играть, надо ставить чернокнижников. Поэтому имейте это в виду, ребят. Имейте это в виду. Броня минус... кстати, снижение брони еще предметы хорошие. Особенно если через зверей играете, то можно всякие дезоляторы взять. Предмет первого тира на минус броню еще взять. Тоже хорошо будет смотреться. Чел на первом месте играет на охотниках. Помянем его? Помянем. Просто помянем. Сейчас интересно, что мне за реликвия упадет. Такая отмотка времени. Она мне не нужна. Отмотка времени. Понимаю. Но я буду рандомить. Горный вождь, кстати, есть. Отлично. Хотя, знаете, не, я возьму отмотку времени сейчас, а вдруг мне на 30-м раунде упадет хаотичный договор, у меня там будет винстрик либо лустрик. Но на лустрике лучше, конечно, уже не сидеть. Ну, я хочу 10-й взять. У меня еще есть аптечка на 1 раунд. Можно взять 10-й, плюс еще баночки есть. Панды вообще не сыпятся, это уже дефолт. Ребят, за нефритового генерала я помню.
Не душите меня им, потому что у меня у самого уже 5-я точка горит на этого нефритового генерала. Даже на стриме мои подписчики собрали нефритового генерала, а я не смог этого сделать. Вот так вот. Вот так вот. Ну, в принципе, все. За обезьяну мне больше как бы нечего сказать. Нужно будет вот именно отталкиваться от ситуации, какую сборку все-таки делать под эту обезьяну. Именно только от ситуации. Тут, я так понимаю, звери тоже играются, да? Понимаю. Сколько ты мне сейчас несешь? Минус 19, ну спасибо. Зевс, здорово. Здесь мне не нужен. Наверное, знаете, с реликвией отмотки времени я поспешил. Надо было брать ящик азарта, переделывать те фигуры, которые мне идут. Опа. Блин, ну я надеюсь, что мне будет хорошо не идти все. Очень на это надеюсь. МПС-ка еще идет. Там чувакам. Ладно. А, кстати, а я ж могу 6 зверей поставить, да? О, все, успел. Ай, блин, жрец. Забыл жреца убрать. А, магия. Я вас услышал, маги. Я вас услышал. Магия-то, конечно, заноза будет в одном месте. Так, ладно, панды не идут. Ну, неплохо, кстати, баночки мне восстановили. Явно получше, чем было. Так, Лину уберем. Уровень возьмем. Я не буду терпеть. Не буду ждать, терпеть. Сейчас на следующем раунде начну ролиться уже. Может предмет все-таки на минус броню взять? Медальон мне мало даст против магов пока что. Я тоже неплохо было бы. Я возьму минус броню. Я на 25-м хочу попробовать найти шар бездны. 6 зверей. Я же говорил, что я не хочу против подписчиков играть, потому что тут у меня стрим снайпят по сборкам. Больно. Берсерк, конечно, люто сносит. Джекира, но он мне не нужен. Ладно, мне надо усиливаться, я буду выходить из экономики. Инвокер. Вот инвокер это, конечно, хорошо. Пока вместо пивной панды поставлю. Тусик. Ну, тусика поставлю, наверное, вместо инчи. Пусть будет. Главное, чтобы сейчас нормальная обезьяна начала идти. Если обезьяна нормально не начнет идти, это будет печально. Это будет очень печально. У меня 21 хп, и, скорее всего, я могу очень быстро отлететь. Очень быстро. Ой, какой обезоружит инвокера! Хорош! Не, ну у зверей, конечно, урона закачаешься. Мне что делать там урона? Сейчас, если после 25-го начну нормально, адекватно выигрывать, то игра пойдет как по маслу. Так, вампиризм берем. Так, ну-ка, ребят, держим за меня кулачки и надейтесь тоже, что придет сейчас обезьяна нормально. У меня даже яичко под обезьяной есть. Ой, там гритеры. Маги, маги, маги. 3 мага, 1 зверь. Ладно, 2 зверя вместе со мной и рыцари. Но рыцари я вообще не опасаюсь. Звери рыцаря едят на завтрак. Дай боже. О, плащ-пальто выпал, отлично. Пойдет. Предмет на скорость атаки беру, естественно, эту ауру. Будет хорошо смотреться. Так, клевер. Сейчас расстановку. Вообще берсерка поставлю. Мне эта импресска не нужна. И я пока что предметы в берсерка закину. Я в берсерка сейчас побольше верю, потому что обезьяна в одну звезду, она мало что сделает. А вот берсерк на самом деле может мне помочь. Что-что, но берсерк может помочь.
Надо, конечно, еще предмет 3-го тира будет поискать. Надо наследие будет найти по-любому. И надо, кстати, будет волшебников поставить, чтобы сделать себе синергию кунг-фу. Так, инвокер. Ну, блин, мне тогда ну, придется, наверное, Ну, я не хочу инвокера скипать-то. Ну, видите, как, насколько я его не хочу скипать, что ж заговариваюсь. Инвокер полезный перс. Я уже не рассчитываю, если что, на то, что мне выпадет сейчас паны хоть что. Козел на... Вот этот кес просто взял и зарубил мне только что берсерка. 2 хп восстановил, хорошо. Потихоньку, понемножку идем. Обезьяна. Не нужно усиление. Дай по-братски. Ой, отлично, 2 обезьяны. О, вот это хорошо. Так, вот так, вот так, вот так. Вот это убираем. Отлично. Горный вождь это хорошо, это контроль. Пригодится. Тут 9 магов. Неприятно. Хотя пофиг. Вообще пофиг. Рыжий лис 400 урона нанес. Опа, сюда, Мишка. Отлично. Бэмс. Хорошо. Так, все, друидов продаем, они мне не нужны. 25 хп у меня. Опа, горный вождь. Ладно, я горного вождя апну. Надо апать. Насколько я сейчас верю в обезьяну? Стоит ли в него закинуть предметы? Берсерк в 1 звезду или обезьяна в 2 звезды? Вот в чем вопрос. Так, рыцари. Ну, рыцари я должен порвать, хотя тут рыцари огромные. Как же горный вождь только что схватил легионку по-царски. Просто лучший. 17 урона, здорово. Мишка идет, не нужен. Надо найти рок войны. Ну, чисто поискать, знаете, так. На сдачу. Да, мой подписчик там огромный. Просто у него все хорошо. У него и хп есть, у него берсерк 2 звезды есть. Беда. Беда. Прикол в том, что мне против этого зверя нужно найти будет кирасу. Это раз. Чтобы просто намного поменьше урона получать от этих зверей. А 2, мне нужно еще и шарбезны найти. Охренеть, тут и Зевс 2 звезды. Ну, чел кирит Лину каким-то образом. Ну, по какой-то неизведанной причине. Ну и керь себе. Керь себе дальше Лину. Гений. Нет, чтобы Зевса закерить, он керит Лину. Хороший ты парень. Так, там меня снесли. Ёп твой... Честно, я не ожидал, что мне сейчас перед... Там, понимаете, я когда кликал переработку, я не видел выбрано, что у меня там будет рок войны. Я, знаете, я уже интуитивно, машинально такой, ну, раз нету, значит тупо рандомим. А тут он мне выпал, я такой, рандом. Ой. Да. Бывает. Бывает. Ничего страшного. Тяу-тяу-тяу. Ну ладно. Но по идее, кстати, я могу инвокера оставить.
поменять одну фигуру зверя. Собаку продам. Да, можно так сделать. Плюс броня выпала. Так, что там по реликвиям? Двойные мобы. Отлично. Отлично. Дай бог доживу до 35-го. Жалко мне раньше двойные мобы не выпали. Так, ну что, пробовать искать предмет 3-го тира. Мне нужно шарбезы найти, против мага будет. Да мне кирасу нужно найти. Блин, мне столько предметов надо найти. Вообще надо терпеть, надо еще деньги собирать, потому что обезьяну 3 звезды довольно-таки трудно будет собрать. 2 мага проблематичных. 1 маг вообще огромный, нереально. Здорово, Марси. Что ты меня снесешь еще? Вроде нет. Туда его. Так, и змейка в 2 звезды пойдет. Мне надо усиление адекватное. Не знаю, может реально уже попробовать все-таки предметы в обезьяну закинуть. Меня этот зверь просто очень смущает. Но у него там берсерк, у него там вообще все хорошо у этого зверя. Он аппарата керит. У него такие предметы, а он закинул их в аппарата. Серьезно? Ладно. Хозяин-барин. Хозяин-барин. Надо 35-го терпеть. Надо набраться прям терпения по максимуму. На, палкой чисто по половине народа. ХПшечки хоть восстановлю. Целых 2. Целых 2 хп восстановлю. Что ж ты так туго мне идешь? Ух ты, ёшкин. Горного вождя в 3 звезды соберу. Это уже как-то слишком. Я реально не понимаю, зачем он кирит аппарата. В чем прикол? Ой-ой-ой, там легионка с БФом. Если горный вождь ее поймает, то будет хорошо. Если не поймает, будет очень плохо. Не знаю, сейчас потерпим 1-2 раунда. Я надеюсь, что я доживу до 35-го. Сейчас маг меня сейчас сотрет в порошок. Одна ультуха Зевса и все, минус. Пожалуйста, только немножко, немножечко. Минус 22. Ах. Еще и Никс пришел. Да пошел ты. Ладно, ищем предмет 3-го тира. Наследие. Отлично. Так что пусть будут берсерки. 10 хп у меня. 1 раунд. Пережить. Пережить 1 раунд. Пожалуйста, молю. 1 раунд нужно пережить. Попробую обезьяну сделать Кири. Чем черт не шутит? Пожалуйста, задуши его. Давай палку, 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 палку. Хорошо. Переживу. Переживу. Не переживу. Серьезно. Живу? Не живу. Там слишком огромная легионка. Просто 750 урона у нее. Пять хп, ладно. Живем.
То, что 5 хп у меня, это вообще, конечно, прекрасно. Так, ну я беру шанс вербовки яиц. Это 100% надо. Что-то типа волшебника надо. Ладно, потерпим. Сейчас мобов заберем. Смотрим, что выпадет. Я хочу из 4-го тира это БКБ, БФ, либо МКБ. Все эти 3 предмета, они мне пропорционально важны. Я думаю, даже БКБ будет важнее. Хотя и БФ тоже важный предмет, понимаете? Все эти 3 предмета, они прям важны. Барабан, наследие. Ой, хорошо. Пожалуйста, пусть Шарбез мне выпадет сейчас там еще. МКБ. Я сейчас объясню, почему я драконий рог взял. Вот почему. Вот почему. Вот так. Еще одно наследие, но оно мне не надо. Шарбезны. Хорошо. Я теперь могу сосредоточиться на другие предметы. Агоним бессмертия. Естественно, бессмертие. Естественно, бессмертие. С такой-то задержкой. Отдим ему этот уже, инвокер. Да, на 2 этих продам. И инвокер апну вот так. Ай-яй-яй, просто шотнули меня только что горного вождя. Там у хантов форчит, поэтому мне так снесли. Блин, урона очень мало пока что обезьяна. Очень мало урона обезьяна. 160 урона с руки, конечно, мало. Но живу чисто, на морально-волевых. Стальные яйца. Просто на стальных яйцах живу. Да никого мне заменить тебе, иди отсюда. Так, и тебя меняем. Все, отлично. Все, 6 зверей, 4 кунг-фу, поехали. Хитрец. Как бы мне тебя хотелось бы поставить, но если бы ты ко мне шел нормально, адекватно. А не так, как ты идешь. Хотя на самом деле, типа, ну МКБ надо было бы взять. Но я просто драконий рог взял из-за того, что горный вождь, он будет держать в контроле и даст время подышать моей обезьяне. Эта обезьяна может нормально себя показать. Здорово, маги. Ёп. Хорошо, что у меня несколько наследий есть. Просто одно бессмертие, одного... Хорошо, живем. Живем. Обезьянка нужна. Пожалуйста, дай яйцо и обезьяночки. 2 штучки. Ну давай. Хорошо. 2 яйца надо. Так, смотрим. Так, маска. Надо маску брать. Маска имба. Берем маску. Бусы выкидываем. Берем маску. Куда? Какая броня? Успел. Так, Игоречек, здорово. Вызывайте прокуратуру. Блин, ну мне городному вождю, видите, обморожение сбивает. Все-таки вот этот, ну, импакт от горного, вот этого, блин, драконьего рога. Там просто есть зимние объятия, которые работают наполовину стола. Микрообморожение, и все, у меня горный вождь ничего не делает. Слава богу, что я его хотя бы хоть как-то сношу. Сейчас посмотрим, что будет со зверем, потому что я зверя очень сильно опасаюсь. Мага я уже не боюсь. Все, мага я сношу. В легкую. А вот зверя я боюсь. У него 5 хп хоть есть. Ну, типа, понимаете, сейчас такая тема, что если мне чуть-чуть не фартанет, то все, он меня снесет. И наоборот, ему чуть-чуть не фартанет, я его снесу. Дай обезьяну. Яйцо либо обезьяну, быстро. Хорошо. Так бы сразу. Так, не хватает денег. Продаем горного вождя. Все. Хорошо. Там МПС-ка. Кого ты керишь? МПС-ку керри, да?
Но импресски там плохие предметы. Ну-ка, ну-ка, кто кого? Валера, настало твое время. Сейчас выясним, кто кого. А, у него берсерк, точно. Я забыл за берсерка вообще. Все, сейчас смотрите. Да куда ты? Ой, какая же ты просто у меня лучшая. Горный ваш просто имба. У него в берсерке клинок тени, у меня 1 хп, прикиньте. Из-за того, что у него клинок тени, я по нему не попадал. Охренеть. Вот то, о чем я говорил, помните? То, что МКБ очень критически важный для обезьяны. Я бы его сейчас в вечном стане держал, он бы мне ничего не сделал. Но клинка тени у меня нет. 1 хп чисто. Напряженная игра. Не знаю, как вам, но мне очень напряженно. Можно было бы, конечно, против мага оставить... Ну, на самом деле, там маг тупит, у него нету посоха 3-го тира. Это вообще удивительно. Вообще, как он сейчас держится, непонятно. Возможно, я даже поставлю морских. Так, чисто кучу денег. Так, и... Да берем. Реликвия талантов. То, что доктор прописал. Так, это убираем. Это тебе. Это нам ничего не надо. Так, предмет 5-го тира или предмет 4-го тира? Ладно, я предмет 5-го тира поищу. Молнии, хорошо. Молнии, это отлично. Молнии, это прекрасно. Так, ну по сути я упакованный. Надо найти МКБ. Хотя можно Кирасу найти. Кираса будет хорошо смотреться. Против зверя вообще шикарно. Хотя и БФ отлично будет смотреться. Желез. Нужен ли он мне? Так, Игоречек, здорово. Ну, Игоречка я вообще не боюсь. Я слишком сильный для Игоречка. Или боюсь? Гребаное обморожение. Не боюсь. А там Игоречек вынес Валеру. Хорош! Красавчик! Игоречек, ты молодец. Чисто на стальных яйцах играю. Не знаю, я могу просто, в принципе, сейчас убрать зверей. И поставить морских. Но я не вижу в этом особого смысла, понимаете? Типа, а какой смысл? Я и так его выношу, потому что у меня есть наследие, у меня есть шрабезны. Я вообще не парюсь на этот счет. Я думаю, ну, до конца на зверях посидеть. Почему нет? Я его и так снесу. О, посох 3-го тира. О, вот это уже... Но прикол в том, что он Разора кирит, а у него есть Зевс. Бэм. Бэмс. Вообще пофиг. Ну, у Разора вообще, видите, нет урона. Почему он керит Разора? Почему он не керит Зевса? У Зевса 13 тысяч урона без предметов. Без понятия. Не, если бы он кирил Зевса, то я бы 100% поставил бы сейчас морских и вообще бы не парился. Так он Зевса не кирит. Кстати, насколько профитный сейчас драконий рог в горном вожде? Я думаю, не особо профитен. Можно закинуть его в инвокер будет. Да? Да или нет? Да или нет? Он полностью сролился. Я почему задался сейчас таким вопросом? Потому что у меня же гордый вождь в любом случае, он сразу начинает кастовать обледенение, лутает лицо. Намного же, наверное, профитнее было бы все-таки в Ганвокере держать. Не, ну наследие духа огня это просто лютейшая имба. Разрабам нужно это как-то переделать, этот предмет.
Просто из-за того, что я перерождаюсь и полностью скидываю из себя дебаф магов, это слишком сильно. Еще одно яйцо. Мог бы пойти в уровень, но не хочу. В этом особого прока нету. Ну и, короче, я драконий рог все-таки закину инвокером. Хочу горного вождя в 3 звезды сделать. Почему он керит Разора? Но у него же есть Зевс. Кварт красавчик. Просто пережил Валеру. Блин, ну на самом деле я вот сейчас так думаю, что обезьяна, ну, не сильно себя сейчас раскрывает. Не сильно раскрывает, потому что против меня маг. Он бы хорошо себя раскрыл, ну и так нормально, в принципе. Не знаю. Я уверен, что я здесь выиграл, поэтому, Беннисон, я жду твой фидбэк в комментариях. Как тебе такая обезьяна? Ну, просто молния только что прокнула, и синергия кунг-фу сработала. 14 тысяч урона. Обезьянка могет. Сейчас, если МКБ выпадет, вообще имба будет. 5 хп у меня. Реально играю на остальных яйцах. Ну ему надо керрить Зевса. Почему он керрит Разора? В чем смысл? Смысл без смысла. Давай. Бэмс 6400 урона. Кунг-фу прокнула. Давай еще разочек. Бэмс 5000 урона прокнул. Хорош. БФ. О, сейчас посмотрите прикольчик. Так, шар бездны отдаю в горного вождя. Я думаю, это нормально будет сейчас. Хотя лучше бы КБшечку, конечно, для подстраховки. И лучше Кирасу забрать. Так, ну ладно. Тоже такое. Так, яички. Змейку дай. Змейка, хорошо. Бэмс. Бэмс. Отлично. Дай мне горного вождя. Одного. Не прошу двух, дай одного. Козел ты. Ах ты ж подлива ходячая. Шар бездны. Еще один. Берем. В змейку пойдет. Змейка на самом деле сейчас такая ультра имба будет против этого мага. У него рефрешер. Сейчас посмотрим, сделал ли я ошибку, то что перекинул шар бездны, или не сделал ошибку. У меня просто есть наследие, есть бессмертие. Что так, у меня обезьяна сможет подамажить. Он просто половина урона чисто чистый. Но там Игоречек тупит. Очень тупит. Ему надо керрить Зевса, но он не керрит Зевса. Так какие яйца? Обида. Обида. Я хотел горного вождя в 3 звезды. Из 5-го тира мне уже ничего не надо. Можно было бы рапиру, конечно, взять, но я хочу 4-й тир поискать. После этого раунда, если что, поищу. Пока он не закерил этого Зевса, все будет хорошо. Почему я говорю, что змейки это ультра имба против магов? Потому что у змейки имеет 80% магического сопротивления. Это очень жестко. Плюс эти змейки, их по 3 штуки спавнится. Ой, по 2 штуки. И урон у них там приличный. Бэмс, молнии прокнули, только что и маги сдохли. Бэмс. О, сюда. Горный вождь 3 звезды, здорово. На сдачу. Давай, БКБшка. Оу май. Ладно, БКБшку в обезьяну, чисто по приколу.
Хотя, может, Кирасу перекинуть горного вождя. Хотя вот так. Рискованно. Вот так. Вот так. Делаем контент. Даже если сейчас обезьяна не справится, справится змейка. Проверяйте. Но это уже фишечки мучу. Чисто лахаю. Бэмс. Бэмс. Застыл в моменте. 15 тысяч урона. Здорово. Не, ну, конечно, это сильно было. Это сильно. Очень сильно. Хорошая игра получилась. Не, обезьяна прикольный герой, но обезьяну довольно-таки тяжело реализовать, потому что реально ему дохрена предметов надо, чтобы полностью себя раскрыть. И все эти предметы нужны чисто под ситуацию. И если бы на самом деле Игорек, наверное, собрал бы себе Зевса нормального, я думаю, он бы здесь больше импакта вносил, нежели так. Но на самом деле у меня было все очень сильно. Хотя мы знаем, что Зевс это тот герой, который и морских пробивает, и шар бездны пробивает, и наследие духа огня могло тупо не помочь. Но если бы у меня обезьяна хоть разочек палочкой бы попала, так краешком чисто, то Зевс бы АФК находился. Потому что из стана бы уже обезьяна не выпустила его. Ну, короче. Мне нравится керри обезьяна. И я считаю то, что он там... У него палка 2 секунды стан дает, это слишком много. На самом деле этот стан можно законтрить только вот уклонением, как было ну, несколько раундов подряд там показано. Вот маги неплохо там его подконтривали, но не до конца, потому что ну, я даже морских не ставил, потому что не хотел. Вот, хотел на контент именно прям под зверей. Но можно было ж морских поставить. Там много чего можно было бы сделать, и прям вообще магу не дать ни единого шанса. Хотя и так получилось красиво. Потом... Что еще было бы хорошо под такую обезьяну? Да ну, хрен его знает. Ну, уклонение решало. МКБ надо было брать все-таки в моменте. Надо было все-таки не драконий рог брать, а именно брать МКБ. Хотя, мне кажется, драконий рог там все-таки свое дело сделал в начале. Когда был против зверя. Против мага не очень был. Ну, короче, давайте так. Что думаете вы по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор еще этого не сделал. Подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.